Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Сегодняшний ролик посвящен крохотной австралийской милоте с маленькой сумочкой. Австралия вообще славится своей необычной и уникальной фауной. Обо всех животинках с сумками вы сможете найти ролики в плейлисте «Животные Австралии». Ну а у нас сегодня 5 минут мимимишности. Встречайте сахарную сумчатую летягу, она же сахарный летающий поссум, или карликовая сумчатая летяга, или короткоголовая летающая белка, сумчатая млекопитающее, семейство сумчатых летяг. Вообще, семейство сумчатых летяг – это не крупные поссумы, не путать с психическими американскими опоссумами, для которых характерна темная продольная полоса на спине, идущая от головы к хвосту. У некоторых видов имеется кожная перепонка между передними и задними лапками, похожая на планирующую перепонку белок-летяг. Сахарная сумчатая летяга и правда напоминает белку. Длина тела до 21 сантиметра, хвоста тоже, а масса тела всего до 170 грамм. Тело тоненькое, однако наличие летательной перепонки создает впечатление того, что тело очень широкое. Хвост пушистый, длиннее тела. Закручивая хвост в пружинку, поссумы могут переносить мелкие предметы, например, веточки для гнезда. Ну а поскольку это милота, ночные животинки, их большие и выпуклые глаза приспособлены для ночного видения. Уши также крупные и очень подвижные, что способствует охоте в темноте. Наиболее характерной особенностью сумчатых летяг является мембрана, которая начинается от пятых пальцев передних лап и заканчивается на первых пальцах задних лап. В прыжке эти животные вытягивают лапки в стороны, натягивая мембрану, что позволяет им летать до 100 метров. Курс такого беличьего полета управляется движением лап и хвоста. Также на задних лапах есть специальный гребень для груминга. На лбу, груди и попе имеются пахучие железы, которыми мужские особи метят территорию и членов своей стаи. Как вы поняли, сахарные поссумы – это социальные животинки, и проживают они всегда небольшими группами, в среднем по 12 особей. Главные в таких группах всегда самцы, а каждая отдельная группа живет на своей территории. В качестве дома сахарные летяги выбирают в основном тропические леса и на землю практически не спускаются. Несмотря на свою мелкость, сахарные сумчатые летяги обладают хорошим аппетитом. В большинстве случаев они веганы и предпочитают фрукты и ягодки, но при недостатке вкусняшек могут переходить на различные виды белка в виде насекомых. Кстати, этим они крайне полезны для местной флоры, потому что австралийские летяги убивают огромное количество насекомых, приносящие большой вред деревьям и другой растительности. А сахарные они потому что обожают есть цветочную пыльцу, при этом замечательно опыляя различные растения. Сахарная сумчатая летяга является довольно активным животным, но преимущественно в вечернее и ночное время суток. Ночью сахарные летяги охотятся и занимаются строительством гнезд. Днем они обычно спят в своих домиках, которые выложены листьями и
или веточками. Характер у белок-летяг довольно дружелюбный, конфликтов внутри групп практически не возникает. Однако, такие зверьки быстро меняются в поведении, если рядом находится чужак. С ними они ведут себя достаточно агрессивно и даже могут вступать в кровопролитные драки. В семьях сахарных сумчатых летяг, как правило, больше самочек, а воспроизведением будущего потомства обычно занимается один альфа-самец. Он самый главный, и его все слушаются. В общем-то, такие обычаи среди голых обезьян тоже распространены, но не повсеместно, к счастью. Хотят любви сахарные летяги в начале лета, когда больше всего насекомых. Инста-самочка носит в модной сумке своих деток целых 16 дней, а потом рожает обычно 2 детенышей. Сразу после родов маленькие летяги перемещаются в сумку мамаши и проводят там около 70 дней. За это время у малышей полностью формируются конечности. Однако, даже после 70 дней крохи не готовы к самостоятельной жизни. Еще некоторое время они находятся под опекой своих родителей, но из сумки выбираются и живут уже в гнезде. Продолжительность жизни в дикой природе у сахарных летяг тоже, кстати, несмотря на их мелкость, потому что маленькие животные живут обычно меньше, а сахарные летяги до 9 лет, а в неволе аж до 18. Как бы удивительно это ни звучало, у сахарных сумчатых летяг не так уж много естественных врагов. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, эти летяги, на то они и летяги, крайне редко появляются на Земле. По этой причине они недоступны для многих наземных хищников. Ну а во-вторых, такие малыши умело маскируются между ветками деревьев с помощью своего окраса. Сахарные летяги очень популярны в качестве домашних питомцев. Они не занимают много места, неприхотливы в еде и даже почти не издают неприятного запаха, например, как хорьки. Единственный минус – животинка ночная и первое время будет мешать вам спать. К тому же это очень социальное существо, которое будет постоянно нуждаться в общении. Ну а стоит такой питомец недорого, около 5000 рублей. А вы бы завели дома маленькую модницу с сумкой? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!